Настоящий оборотень Мануэль Рома Санта. Господин Чернец нам предоставил этот замечательный ролик на ютубе. Кстати, напоминаю всем, не забывайте также заходить на оригинал ролика, ребят, ставить лайк, ссылку я оставил внизу в описании. Настоящий оборотень. Какого, как говорится, да. Я не особо верю, но что же там такое? Что мы знаем про оборотень? Осторожней, пацаны, а то блох подцепит. Что ты сказал? Мы все слышали, у нас обостренный слух. Что, за ушком почесать-те? А? Или пойдете между ног себе понюхаете? Что ты несешь вообще? Мы себе между ног не нюхаем, мы это, друг к другу нюхаем. Это такое приветствие. Оборотни боятся серебра, превращаются во время, по-моему, лунного там какого-то совета, да, и так далее, и тому подобное, в виде в основном, по-моему, волка, да, они, или еще чего-то. Мясо? Мясо, мне надо мясо. Типа что-то такое. В общем, очень интересно будет посмотреть ролик. Поставь лайк, подпишись на канал. Также хочу напомнить следующее. То, что у нас есть партнер, ребята, все его знают. Да, он оранжевый. Как бы вот это вот все серое, но он оранжевый. В первом закрепленном комментарии ссылочка, кто захочет, зайдете. Новые, старые пользователи. У них сейчас действует акция фрибет для всех. Зашли, забрали. Дальше делайте, что хотите, что в кайф. Спасибо огромное, кто переходит, регается. Поехали смотреть. Ну давай. Очень интересно. Ну кликбайт же. Ну кликбайт. 1853 Так, год, Испания. испанцы! Зал суда. Присутствующие взволнованы и испуганы. Извините, в последнее время очень много стримлю. Они перешептываются в попытках объяснить происходящее. А происходит исторический судебный процесс, позже названный дело 1778. Человек-волк. На скамье подсудимых сидит мужчина лет 40. Он не выглядит свирепым или устрашающим, но присутствующие его боятся. 40. Его обвиняют в 13 зверских убийствах. Зверь. Тела удается распознать с большим трудом. А главное, Трамп? Показалось. он признается в убийствах. С одной лишь оговоркой. Он не несет за них ответственность. Он делал это в бессознательном состоянии. Потому что он Дивергент. проклят. Ну да. Это не я. Я, говорит, бюджет города своровал, потому что я был в бессознательном состоянии, потому что я проклят. Слушай, нейросети это круто, но я считаю, что мы можем идти еще дальше. Мне кажется, что мы слишком перспективны для нейросетей, и мы можем снимать кино. То есть, прикинь, ты рассказываешь про какого-нибудь маньяка. У меня, кстати, тоже так часто бывает. Я вроде вот сижу, стримлю, а он рядом разговаривает. Я говорю, ты завязывай, пожалуйста. Я говорю, чайку налей. Да, он идет, мне чай наливает, я беру вот так вот кружку вроде пью. Да, а потом вспоминаю, что у меня в студии нет никого. Да, потрясающе, просто потрясающе. И прям снимаешь кино про этого маньяка. Это же очень круто. Оборотень? Оборотень? Что дальше? Вампиры? Чего? Я видел у него на канале ролик про вампиров, надо тоже посмотреть будет. Нет, это не кринж. Новосибирский дух с Уолл-стрит. Ельцовская штрассе. Это же фильм можно снять. Обалдеть. Это целый фильм. Есть такое расстройство. Называется клиническая ликантропия. Это когда человек реально думает, что он волк. Точнее, превращается в волка, и он это чувствует. И, возможно, То есть в Испании зародился первый этот квадробер, да? Прости господи. у этого чувака реально было раздвоение личности.
Кого? Испания, середина 19 века. По маленькому городку Рибертекау прилетает страшная новость. В лесу найдены 2 тела. Женщина и ее маленькая дочь. Тела изуродованы и истерзаны. Опытные охотники говорят, что человек не мог сотворить такое. Слишком уж жестоко, и их тела как будто рвали чьи-то когти. По области сразу поползли слухи, что в лесах водится какой-то зверь. Это из кинчика какого-то? Нет, это реальная история. Люди реально в это верили. Во-первых, это 19 век, середина 19 Ну да, века. да. Во-вторых, это север Испании. Север Испании в то время страдал от безумного голода. И как следствие большая миграция. И самое главное, рост безумия. Как бы это ни звучало. Во-вторых, сейчас звучит странно, типа оборотень. А, например, в Средневековье в одной только Франции 30 тысяч человек были казнены за то, что они оборотни. Это, невероятное число. Так что... Данкин, мне кажется, тебе повезло, что ты не жил в то время. Нас поясняю для Ютуба, у нас просто есть тоже оборотень. Да, в чате. Что сейчас звучит стрёмно, что в лесу оборотень, кринжово, а для тех времен это было очень даже ок. Не забудь выложить истории про оборотней в телегу. Оборотень Да, я в выложу. погонах. Спустя некоторое время пропадают еще 2 человека. Женщина и ее маленький сын. Кстати, пока пропадает женщина и маленький сын, напоминаю, ребят, вот здесь оповещение о начале всех стримов, розыгрыши, аттракционы неслыханной щедрости и все инсайды, все там, да. Все, подписывайтесь. Стали появляться люди, которые слышали в лесах странный вой, почти волчий. А кто-то даже... Ну, это видел начинается, танец. говна на вентилятор, да, чертание. Проходит совсем немного Накидывает. времени и находит еще 2 тела. Снова женщина с маленькой дочкой. И тут люди замечают, что всех жертв связывает одно. Они все уходили в нейросети. леса не одни. Их всегда сопровождал один и тот же человек. Они просто уходили с кем-то в лес? Да. С середины 19 века в Испании постоянные неурожаи. Затяжные дожди каждое лето, регионы нищают. И все это вызывает безумную массовую миграцию. И в первую очередь сельского населения, крестьян, которые уходят в города искать хоть какую-то работу, какое-то пропитание. И в то время популярным стала новая профессия. Это такой типа компаньон, сопровождающий, гид, который показывал, куда идти, потому что никто не знал, что там вокруг, не было карт, навигаторов, и Ну да, типа. нужна была подсказка. Этим гидом был Антонио Гомеш. Низкий мужчина, лет 40, образованный, умел читать и писать, что в то время было редкостью. Он работал разнорабочим, оказывая посильную помощь в домашних делах. Стирал, убирал, готовил, чинил одежду, собирал Короче, урожай. он помогал. Местные мужчины считали его чересчур изнеженным, а вот женщины ему очень доверяли. Слух о том, что Гомеш — это тот человек, который связывает всех жертв, быстро распространился, и его арестовали. И тут начинается самое интересное. Сначала выясняется, что это не настоящее имя. Настоящее имя — Мануэль Бланко Рамасанта. И он уже находится в бегах по обвинению в убийстве. В 1843 году у Рамасанты был Бутылка. долг в 600 реалов. И этот долг собирался взыскать местный констебль. После их встречи 600 реалов. Вот у нас сейчас у Альянса долг в несколько миллионов аден. Скажешь, каких аден? Какой долг? Какого альянса? Какого клана? Ты что, сумасшедший? Ты что? Это только те, кто подписаны на телегу, знают, что мы в линягу бахаем, да. На X1, да, на Hi-Fi. Я тогда выхожу из спавна, да? Да. Ешкой, да. Да, кстати, там вары, не вары намечаются сейчас. Так, залетай давай, мы в долгу. Да, если что, там мы в Дискорде сидим, чилим, вот. Так что, да, там с сердечком комментарий оставлю. Ну да. Это кто хочет вспомнить, да, как раньше, да, на бабкином этом тостере старом играли. Ничего, нормально играть. Я говорил, что я залечу, да, сижу, кайфую. Понемножку, по 12 часов максимум. констебль был найден мертвым, а Рамасанта испарился. Самое удивительное, что он сразу сознается. Правда, есть одно но.
Он заявляет, что Помню, совершил ссылку все оставлю, убийства не по своей воле, потому что Не по своей он воле, меня заставили. оборотень. Удобно придумал. Слух мгновенно облетел всю страну. Во всех газетах печатали, что поймали оборотня, и теперь его будут судить. Сразу несколько судов борются Зеленоградский известник! Поймали оборотня в погонах! Вопиющий случай! за право вести это дело, но достается оно суду города Аль-Ярис. Что? Позже эту историю Ну, так и красивая назовут. статья была. Оборотень из Аль-Яриса. Рамасанты начинают давать признательные показания. Он заявляет, что он проклят. Это семейное проклятие, которое заключается в том, что он превращается в волка. Сохранился даже фрагмент его показаний в суде. Да ладно. Ваша честь. Прошу учесть. Я вас и вашу честь. Все равно, говорит, сейчас расстреляют, что мне. Так хоть в истории запомнят. Молодец. Вернулся в горах Куса. Я наткнулся на двух свирепых на вид волков. Я внезапно упал на землю, и у меня начались конвульсии. Я перевернулся 3 раза, и несколько секунд спустя я был волк. Я мародерствовал с 2 другими в течение 5 дней, прежде чем вернулся в свое собственное тело. То, которое вы сейчас видите перед собой, Ваша честь. Мы напали на нескольких людей и съели их, потому что были голодны. Из материалов дела. Он утверждает, одним словом, что он роковое и таинственное существо. Злой гений брошен Богом в мир, который не для него, а который специально создан для зла. И все поверили? Суду нужно было доказать, что Рамасанта убивал именно в обличии человека. Как? Нужно исследовать тела, и суд их исследовал. Рамасанта четко указал на места, где он совершал преступления. Потрясающе. И самое интересное, суд постановил, что 4 жертвы из 13 действительно были убиты волками. Чего? Чего? Не, ну подожди, ну такой Кто же он может быть. такой? Оборотень Кто-то просто из типа Аль-Яриса. пошел. Мануэль Бланко Рамасанта родился 18 ноября 1809 года в деревне Регуэйра. Родился он в многодетной семье, и сразу с рождения произошло странное. Не смогли определить его пол из-за какой-то болезни. Как это возможно? Я хрен знаю. В некоторых источниках пишут, что первые 6 лет Рамасанту воспитывали как девочку. Считается, что Рамасанта произошел из богатой семьи, потому что... Подожди, ты что? Кого? Как это не смогли определить пол? Что, не туда смотрели? Как это работает? Эй! В смысле воспитали как девочку? Они не знали тогда в Испании? Это как? Я не знаю, это как, что какая-то неувязка. Умеет читать и писать, а в то время это было редкостью. В 21 год Рамасанта женится, но счастливая супружеская жизнь продлится недолго. Спустя 3 года жена умирает. Это он ее убил? Нет, она умерла сама. После смерти жены Рамасанта решает начать жизнь с нуля. Он отправляется в путешествие по всей Испании и доходит даже... Как говорят у нас у волков, да, лучше посрать и опоздать, чем прийти вовремя и обосраться. Цитаты великих. до Португалии. Эти поездки позволили ему не только увидеть всю Испанию, но и научили его свободно передвигаться по лесу, что потом позволит ему работать гидом. То есть он, обойдя всю страну, рассказывал женщинам Аль-Яриса о том, что знает все дороги, что бывал везде, что бывал во многих городах и может привести женщин к лучшей жизни. И они, разумеется, соглашались. И сначала женщины просто пропадали, а когда Рамасанту спрашивали, где они, он показывал письма. Письма с благодарностью от этих женщин. Что-то типа «У нас все хорошо, спасибо, что помог». Разумеется, письма он писал сам. Как вообще этому можно поверить? 19 век, Ну, мало кто умел читать и писать, а тут написано на бумаге. Че на бумаге? В суде провели экспертизу на вменяемость. Большая коллегия врачей исследовала Невмен. психику с точки зрения теории френологии. Они исследовали череп пациента, чтобы определить его психическую устойчивость. Разумеется, это лженаука. Тем не менее, коллегия пришла к выводу, что он не сумасшедший. Его склонность к пороку является добровольной, а не принудительной. Не Что с телами делали? Что он делал? Как так? Что? сумасшедший, тупой или маниакальный. И эти условия Тупой. не были достигнуты во время заключения. Напротив, он вместо этого оказывается извращенцем.
состоявшимся преступником, способным на все, хладнокровным и собранным. Еще одним доказательством того, что он не оборотень, а обычный преступник, является тот факт, что он продавал вещи жертв. Такое поведение указывало экспертам на то, что у задержанного было достаточно здравомыслия, чтобы разработать стратегии, которые позволили бы избежать справедливости. В результате Мануэль Бланко Рамасанта был приговорен к смертной казни. Но и это еще не все. Он все-таки оборотень. Тут появляется некто доктор Филлипс. Это псевдоним. Говорят, что за ним скрывался Джозеф Дюран. Это человек, который занимался гипнозом. Он гастролировал по всему миру, он был известен. Был у нас один гипнотизер, да. Вы можете сесть, расслабиться и принять этот сеанс. Пол Союза сидела с этим, с маятником. Ложки нет. Серьезно? На, серьезно. Не верил, нет? Не верил, что я сейчас расскажу. Да, сидели бабки все у телевизоров. Несколько миллионов человек сидели, воду заряжали, да. И он пишет испанской королеве. Просит, чтобы она приостановила судебный приговор. Он считает, что врачи слишком легкомысленно подошли к делу, и что он с помощью гипноза сможет разобраться в голове у Рамасанты. Как хайпануть на громком деле. Королева Изабелла заинтересовывается этим делом. Она изменяет наказание со смертной казни на пожизненное заключение. Она хочет, чтобы в тюрьме проследили за его состоянием и поняли, человек он, оборотень или сумасшедший, который считает себя оборотнем. Рамасанту умирает в тюрьме через 2 года от рака желудка. За эти 2 года в оборотня он так и не превратится. Ты говорил, 4 человека и правда были убиты волками? Да, похоже на то. И, судя по всему, он оставлял тела жертв в лесу, а реальные волки за ним доедали. Крутая история. Да. Будешь выкладывать на YouTube? Думаю, да. Не забудь попросить подписаться на канал. Ну ты понял, да, что сделать? Давай. Поехали. Пойду в волка превращусь.